Здравствуйте, уважаемые подписчики. А что если я вам скажу, что ваша любимая хлопковая футболка или сорочка может быть причиной отравленного озера, реки и проблем со здоровьем фермеров на другом конце света? Причем этой проблеме не год и не два, а почти 100. Просто заговорили о ней сравнительно недавно, когда проблемы экологии стало невозможно больше не замечать. Сегодня поговорим об органическом хлопке. Что это за волокно и стоит ли оно своих денег? Где правда, а где мифы? И как отличить зеленый пиар от настоящей заботы об экологии? Мы даже не задумываемся над тем, что к обычному хлопку у природы и фермеров накопилось очень много вопросов. Я уже немного касался этого вопроса в открытом эфире о запрете хлопка в Европе, который нам грозит. Действительно, обычный хлопок, которым мы пользуемся всю жизнь, каждый день, производится с использованием генетически модифицированных семян и химических удобрений, предназначенных для максимальной урожайности. Хлопок занимает 2,5% обрабатываемых земель в мире, но при этом использует до 16% всех пестицидов, применяемых в мировом сельском хозяйстве, включая гербициды, инсектициды и дефолианты, больше, чем другая любая культура. Дефолианты – это вещества, вызывающие опадание листьев хлопчатника для удобного машинного сбора хлопка. Все это приводит к следующим экологическим последствиям. Химикаты загрязняют воздух и поверхностные воды. Дождевые воды смывают удобрения с полей, они попадают в грунтовые воды, реки, озера и загрязняют и их, и питьевую воду. В некоторых индийских штатах, например, грунтовые воды настолько загрязнены химикатами, что людям приходится просто покупать питьевую воду. Теперь представьте, что только в Индии, мировом лидере в производстве хлопка, 17 миллионов человек зависят от его выращивания. Почти две Беларуси. Кроме хлопка, урожай обработанного пестицидами хлопчатника составляют его семена, которые перерабатываются в корм для скота и хлопковое масло. А значит, продукты переработки попадают к нам на стол. Химикаты вызывают деградацию почвы, а применение пестицидов вызывает сокращение биоразнообразия целых регионов и нарушает экологическое равновесие. В процессе отделки хлопчатобумажных тканей применяется отбеливание с использованием хлора, окрашивание красителями, содержащими серу и тяжелые металлы, а обработка формальдегидами и многое другое также загрязняет окружающую среду. Большинство текстиля сегодня производится в странах Юго-Восточной Азии с не самыми высокими, скажем так, экологическими стандартами. И получается, что огромная часть загрязненных сточных вод попадает в реки и моря. Более 50% семян хлопчатника генетически модифицированы. Такой хлопок вырабатывает токсины, убивающие определенных насекомых-вредителей, и изначально применение генно-модифицированного хлопка дает определенные выгоды. Ведет к резкому сокращению использования инсектицидов на 40-60% в первые годы, что несет прямую пользу для экологии и здоровья фермеров. Но в дальнейшем при постоянном выращивании такого хлопка возникает сильное эволюционное давление. Например, токсины могут убивать и полезных насекомых, которые борются с вредителями. Со временем вредители и сорняки адаптируются к этим токсинам, в результате чего появляются такие устойчивые поколения, которых уже и гербициды не берут. А значит, нужно применять их еще больше. В результате опять проблемы биоразнообразия. Кроме того, стоимость семян генетически модифицированного хлопка выше обычных, что еще больше увеличивает нагрузку на несчастных фермеров. Таким образом, экологическая опасность ГМ-хлопка заключается не в мифическом вреде для человека при носке футболки, а в сложных и долгосрочных последствиях для экосистем. При сборе хлопка до сих пор используется труд малолетних детей, что также противоречит современным взглядам на устойчивое производство. Постоянная работа с химическими удобрениями вызывает проблемы со здоровьем у фермеров, которые не всегда могут себе позволить надежные средства защиты или медицинскую страховку. Ну и самое главное, огромное количество требуемой воды для полива. На 1 килограмм хлопка сырца нужно от 6 до 22 тысяч литров воды. Такой большой разброс вызван следующими факторами. Первое – тип орошения. Полив дождеванием или затоплением – это самый расточительный метод, так как большая часть воды испаряется или уходит в грунт, не доходя до растения. Именно при таком методе цифры могут достигать 15 и 22 тысяч литров на килограмм хлопкового волокна. Самый современный и эффективный метод – капельное орошение, которое позволяет сократить потребление воды до 50 и более процентов. При таком подходе цифра может снижаться до 6-8 тысяч литров на килограмм. Второе – это климат и регион выращивания. Хлопок, выращенный в засушливых регионах, Узбекистан, Туркменистан, некоторые штаты США, Австралия, Египет,
требует значительно больше воды, чем хлопок, растущий в регионах с большим количеством естественных осадков, например, некоторые части Китая, Индии или Бразилии. Третий очень важный фактор – это учет использования зеленой и голубой воды. Зеленая вода – это дождевая влага, которая естественным образом сохраняется в почве и используется растением. Она считается возобновляемым ресурсом. Голубая вода – это вода из рек, озер и подземных источников, которую тратят на искусственное орошение. Именно ее перерасход наносит основной экологический ущерб. Проблема как раз в том, что в засушливых регионах, как, например, бассейн Аральского моря в Средней Азии, хлопок выращивают на голубой воде при искусственном орошении, забирая огромный объем воды из рек. Это приводит к истощению и засолению почв и даже высыханию целых морей. Ну, например, катастрофа Аральского моря – классический пример, когда притоки рек Сырдарей и Амударей были перенаправлены на орошение десятков тысяч гектар хлопковых полей, в результате чего вода просто перестала поступать в Аральское море. Но это тема отдельной передачи. Кроме того, местному населению потом просто не остается пресной воды. Ну и что же со всем этим делать? Есть следующие пути решения. Например, программа Better Cotton Initiative, которая обучает фермеров более эффективным методам ведения сельского хозяйства или выращивания менее водозависимых и устойчивых к вредителям культур, таких как лен, конопля или крапива. Это тот путь, по которому, возможно, пойдет Узбекистан, страна белого золота. Посмотрите на этот график. За последние 15 лет количество посевных площадей под хлопок сократилось на 500 000 гектаров или на 1/3. Так что я думаю, мы дождемся времени, когда обладание хлопковой футболкой станет роскошью, доступной не всем. Помните, как в осеннем марафоне? Василий Игнатьевич, а где ты эту куртку купил? Нашел. На дворе валялась. Вот у вас в Дании такие заграничные куртки на улицу выкидывают? Нет. Это чистый хлопок. Это дорого. А у нас выкинули. Чуть-чуть рукав порвался и выкинули. Еще одним решением стало выращивание органического хлопка, о котором я сегодня вам и расскажу. И начнем с того, что же такое органический хлопок. Это хлопок, выращенный из семян хлопчатника, не подвергавшихся генетической модификации. Он должен быть выращен без химических удобрений, инсектицидов, пестицидов и стимуляторов роста, то есть возделываемый по правилам экологически чистого продукта. При выращивании использовать можно только органические натуральные удобрения. Применяется в основном ручной сбор хлопка и естественное опадение листьев. Выращивание органического хлопка экономит воду и сохраняет чистыми водоемы. Благодаря методам улучшения качества почвы органическое земледелие создает здоровую землю, которая лучше впитывает воду во время дождей и дольше удерживает ее во время засухи. Реки, озера и грунтовые воды остаются чистыми. При производстве органического хлопка используют на 91% меньше голубой воды, чем при выращивании обычного хлопка. При выращивании органического хлопка не применяются азотсодержащие удобрения и пестициды, а также задействовано намного меньше техники, что за год дает на 92,5 тонны меньше выбросов углекислого газа, чем производство обычного хлопка. Это эквивалентно снятию с дорог почти 20 тысяч легковых автомобилей. А благодаря тому, что в почве нет химикатов, она работает как углеродная губка, потребляя СО2 из атмосферы. Переработка органического хлопка на всех этапах технологического процесса ведется отдельно от обычного хлопка. Очистка от семян, прядение, ткачество и отделка проводится без использования токсичных химикатов. Например, отбелка ткани только с использованием кислородных отбеливателей. При крашении используются нетоксичные красители, не применяются формальдегиды в отделочном производстве. Иногда используются натуральные красители, полученные из растений, минералов и других природных источников. Это корни марены, цветы ромашки, индиго, охра, умбра, лазурит, кожура граната, луковая шелуха и даже чай. Натуральные красители легко разлагаются и не загрязняют окружающую среду. Органическое земледелие должно находиться в полной гармонии с природой, а сторонние сертификационные организации проверяют, соблюдают ли производители правила органического производства. Посмотрите на таблицу, в которой я подытожил плюсы органического выращивания хлопка. Обратите внимание, какие плюсы для экологии имеет органическое земледелие в плане экологии, здоровья и плодородия, а также для рыночной экономики. Выращиванием органического хлопка занимаются в 22 странах мира в небольших фермерских хозяйствах и сообществах.
Лидером по объему является Индия, почти 50%, посмотрите. Китай 12%, Кыргызстан 11,8%, Турция, Танзания, Таджикистан, США, Уганда, Пакистан, ну и многие другие страны, даже Таиланд и Сенегал. Правда, к сожалению, общее производство органического хлопка в мире пока далеко от массового и составляет очень скромный 1% от общего производства хлопка, то есть всего около 250 тысяч тонн. Почему же при таких явных преимуществах органического хлопка его производство столь ничтожно мало? Как писал Лев Николаевич, чисто писано в бумаге, да забыли про овраги. Дело в том, что вырастить органический хлопок и получить хороший урожай гораздо сложнее, особенно на первых порах по сравнению с обычным хлопком. Это, конечно, очень упрощенная схема, но представьте, фермер залил поля пестицидами от вредителей с самолета или вручную органическими удобрениями обработал посевы, провел систему орошения от ближайшей пресноводной реки или наладил капельное орошение от подземных водных источников на глубине 300 метров или 1 километр для органического хлопка. Поэтому давайте я немного расскажу об особенностях выращивания органического хлопка в сельском хозяйстве. А я еще тот агроном. Фермерские хозяйства, традиционно выращивающие хлопок, часто сталкиваются с проблемой падения плодородия почвы, которая становится очень твердой из-за деградации и обильного применения пестицидов. В то время как урожайность хлопка снижается, для поддержания урожая нужно все больше удобрений и пестицидов. При выращивании органического хлопка в первую очередь необходимо улучшить плодородие почвы. Она должна стать более мягкой, лучше впитывать воду и лучше удерживать ее. Также нужно избавиться от негативных последствий традиционного земледелия. Снижение урожайности, устойчивости к вредителям и болезням, опасности химикатов для здоровья. Органический хлопок можно дороже продать, получить так называемую органическую премию и таким образом повысить рентабельность фермы в долгосрочной перспективе. Перевод фермы на органическое производство не означает просто замену химических удобрений и пестицидов органическими. Органический хлопок необходимо выращивать в рамках разнообразной и сбалансированной системы земледелия, которая также включает в себя и другие культуры. Для получения хорошей урожайности при выращивании органического хлопка необходимо принять ряд комплексных мер, таких как: первое — мероприятия для улучшения плодородия почвы. Второе — внедрение севооборота и обеспечение разнообразия культур. Третье — выбор сортов хлопка, подходящих к данным условиям. Четвертое — правильный выбор видов и объемов внесения удобрений в нужное время. Пятое — своевременный уход за посевами, прополкой и орошением. Шестое — тщательный мониторинг посевов и защита от вредителей. Седьмое — своевременный и правильный сбор хлопка. Восьмое — фермеры должны следить за тем, чтобы опрыскивание не распространялось с соседних полей. Если существует такой риск, необходимо создавать буферные зоны или пограничные посевы. Девятое — правильное оформление документации для проверки и сертификации. И десятое — постоянное проведение экспериментов для совершенствования выращивания органического хлопка. Фермеры, желающие продавать свой хлопок как органический, должны пройти обязательную сертификацию. Для этого им необходимо строго соблюдать национальные правила и стандарты органического земледелия. Для экспорта органического хлопка в Европу есть регламент об органическом сельском хозяйстве ЕС-2092. На других рынках действуют свои собственные стандарты. Для США, например, или для Японии они разные. Премиальная цена за органический хлопок возможна только при полном соответствии всем правилам и взаимном доверии между производителями и потребителями. Потребитель должен быть уверен, что продукт действительно произведен органическим способом. Фермер должен быть защищен от недобросовестной конкуренции со стороны других фермеров, которые используют термин «органический» в мошеннических целях. Каждый фермер должен подписать договор с инспектирующей организацией, в котором он заявляет о приверженности соблюдению органических стандартов. Специалисты проекта консультируют фермеров по методам органического производства и помогают им ввести необходимую документацию. Внутренние инспекторы проверяют фермы несколько раз в год. И почву, и растения, и так далее. А внутренних инспекторов раз в год проверяет внешний контроль. В основном, как органически, выращиваются средневолокнистые сорта американского хлопка Upland длиной волокна до 32 мм. Такой хлопок любит плодородные почвы с хорошей влагоудерживающей способностью и большим содержанием питательных веществ.
Во многих хозяйствах постоянное внесение химических удобрений привело к снижению плодородия почвы. Это связано с недостатком органического вещества, остатков растительного материала и органических удобрений, остающихся в почве. Внесение азотных удобрений ускоряет разложение органического вещества. Органические же вещества обеспечивают мягкую и рыхлую почву с хорошей пористостью и, следовательно, хорошей фильтрацией воды. Частицы органического вещества действуют как крошечные губки, тем самым дольше сохраняя влажность почвы. И, наконец, органические вещества служат пищей и средой обитания для огромного количества полезных организмов, таких как дождевые черви и микробы, которые постоянно работают над повышением плодородия почвы. Таким образом, для получения высоких и стабильных урожаев фермерам, которые занимаются органическим земледелием, важно обеспечить постоянное поступление органического материала в почву. Важнейшим источником органики являются растительные остатки, выращенные на самом поле, листья, стебли, корни и так далее. Поэтому севооборот, совмещение культур и мульчирование – наиболее эффективные способы повышения плодородия. Это дополняется внесением навоза, компоста и других органических удобрений, которые содержат полный спектр питательных веществ, включая микроэлементы. В органическом земледелии для улучшения качества почвы используют такие методы, как компостирование, посев покровных культур и севооборот. Компостирование – это процесс преобразования органического материала растительного или животного происхождения в органическое удобрение в кучах или ямах. По сравнению с неконтролируемым разложением органики, разложение при компостировании происходит быстрее. В ходе процесса компост нагревается, что приводит к получению продукта более высокого качества. Для компоста можно использовать абсолютно все виды растительных отходов. Стебли и корни хлопка, кукурузу, соломы, сорняки с полей и обочин, ветки деревьев и кустарников, листья, кормовые остатки животных, коровий и другой навоз, кухонные отходы, побочные продукты сельского хозяйства, например, отходы сахарного тростника или хлопковая пыль. Но главное, чтобы пластика не было. Удобрения на основе минералов природного происхождения, например, фосфатная камедь, калийная соль, гипс или известь, разрешены в ограниченном количестве, но их следует применять только при дефиците соответствующего питательного вещества в почве и только в дополнение к органическим удобрениям. При переходе фермы с химического на органическое земледелие восстановлению почвы может способствовать применение биоудобрений. Это различные бактерии и грибы, которые способствуют, например, удержанию азота из воздуха или образованию фосфора. Эти микроорганизмы повышают доступность питательных веществ. Важно выращивать органический хлопок в севообороте с другими культурами. Это способствует улучшению и поддержанию плодородия почвы и обеспечивает сбалансированное содержание в ней питательных веществ. Постоянное выращивание хлопка на одном поле снижает его урожайность, а севооборот и смешивание возделывания культур также помогает предотвратить рост популяции вредителей, болезней и сорняков. Вредителям сложнее перемещаться с одного растения хозяина на другое, и их численность контролируется полезными насекомыми, обитающими на севооборотных культурах или промежуточных культурах. Разнообразие культур также снижает риски для фермеров, делая их менее уязвимыми, например, к неурожаю или колебаниям цен. В зависимости от климатических условий, рыночной ситуации и доступности земли существуют различные схемы севооборота, при которых хлопок выращивается через год или раз в 3 года. Особенно хороший урожай достигается при выращивании хлопка после бобовых, например, сои, нута или гороха. Также садовых культур, таких как чилийский перец или овощи, а также после сахарного тростника и пшеницы. Покровные растения или сидеральные удобрения обычно высевают между рядами хлопчатника после появления всходов. Сидераты – это специальные растения, которые выращивают на участке для последующей заделки в почву, превращая их в зеленые удобрения. Их скашивают до или во время цветения и используют в качестве мульчи или заделывания в почву. Промежуточные культуры, такие как кукуруза или горох, можно выращивать рядами через каждые несколько метров, заменяя ряд хлопка. Эти культуры отвлекают вредителей от хлопка, привлекают и обеспечивают жильем полезных насекомых, усваивают питательные вещества из почвы и удерживают влагу, забирают азот из воздуха и обеспечивают доступность питательных веществ для хлопка при разложении, а также подавляют сорняки, уменьшают эрозию почвы,
вызванную дождем или ветром, и могут служить кормом для скота. С другой стороны, сидераты конкурируют с хлопком за воду, свет и питательные вещества. Таким образом, очень важно правильное время посева и скашивания для получения максимальной выгоды. Хлопком питается множество вредителей: гусеницы, коробочные черви, жуки, клопы, тля, клещи, долгоносики, термиты и так далее. В традиционном сельском хозяйстве хлопок считается культурой, очень чувствительной к вредителям. Для борьбы с ними применяются большие количества химических пестицидов, таких как органофосфаты или пиритроиды. Однако это в конечном итоге приводит к усугублению проблемы с вредителями, поскольку естественные враги многих вредителей уничтожаются. Лучший способ борьбы с вредителями в органическом земледелии – создать разнообразную и сбалансированную экосистему. Борьба с популяциями вредителей ведется с помощью естественных врагов, таких как птицы и полезные насекомые. Смешанные культуры, такие как бобовые, и ловчие культуры, такие как подсолнечник или кукуруза, отвлекают вредителей от хлопчатника. Важными естественными врагами являются божьи коровки, пауки, златоглазки, паразитические осы, муравьеды и так далее. Чтобы привлечь полезных насекомых на поле, промежутки между рядами хлопковых сеянцев можно засеять цветущими растениями, такими как кунжут, подсолнечник или бархатцы. Оставив полосу естественной растительности вокруг хлопка или высадив ряды деревьев или живых изгородей вдоль границ участка, можно создать среду обитания для птиц и других естественных врагов насекомых-вредителей. Это может быть полезно против таких вредителей, как коробочные черви, тля, белокрылка и хлопковая гниль. Если же этих методов борьбы с вредителями недостаточно, нужно применять методы прямого контроля, например, биологический контроль или натуральные пестициды. Биологический контроль использует живые организмы или микробы для воздействия на вредителей. Например, трихограмма. Это мелкое паразитическое насекомое, яйца которого уничтожают яйца хлопковой коробочной черви. Осы трихограммы откладывают свои яйца в яйца коробочных червей и в конечном итоге вызывают их гибель. Аналогичным образом яйца златоглазки могут быть использованы против тли и других вредителей. Существует также ряд натуральных пестицидов, которые можно использовать при выращивании органического хлопка, например, бархатцы, чилийский перец, чеснок или ваточник. Повышению эффективности водопользования способствует применение систем капельного орошения. Они позволяют фермерам начать выращивание хлопка до наступления сезона дождей, перекрыть засушливые периоды и защитить хотя бы часть своих полей от засухи. Капельные системы позволяют выращивать больше урожая, поскольку вода напрямую попадает в корневую зону растений и меньше ее теряется на испарении. Кроме того, они препятствуют росту сорняков между рядами хлопчатника. При капельном орошении качество хлопка выше, поскольку оно позволяет точнее регулировать количество воды в соответствии с потребностями растений. Однако инвестиции и трудозатраты становятся выше, а межкультурные операции сложнее. Система капельного орошения – это метод полива, при котором вода подается непосредственно в прикорневую зону растений, точно дозированной каплями через систему трубок, шлангов и капель. Посмотрите на схему. Насос качает воду из глубоководной скважины. Далее вода проходит через систему фильтров и подается в основную магистраль, откуда через систему шлангов и капельниц вдоль рядов растений проводится к корневой системе каждого кустика. Такие системы могут быть как однолетними, так и многоразовыми, поэтому и цена их колеблется в очень больших пределах от $220 до нескольких тысяч долларов на 1 гектар. Большинство проектов по выращиванию органического хлопка сообщает о том, что после 2-3 лет переходного периода урожайность достигает примерно такого же уровня, что и для традиционного возделывания. Затраты на ресурсы обычно на 20, даже 80% ниже, в зависимости от того, закупаются ли органические удобрения и средства борьбы с вредителями на стороне или производятся на самой ферме. Затраты на рабочую силу в органическом и традиционном хлопководстве, как правило, примерно одинаковы. Благодаря схожей урожайности, более низким производственным затратам и более высокой цене, обычно на 10% выше рыночной, органическое хлопководство может быть более прибыльным по сравнению с традиционным хлопководством. Ну а почему изделия из органического хлопка намного дороже, чем из обычного, и как отличить такие изделия от огромного числа подделок, я расскажу вам в следующей передаче.
Поэтому, чтобы не пропустить эту важную информацию, не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим видео с друзьями и коллегами. Если же хотите поддержать канал, то переходите по ссылке в описании. Всем привет и до новых встреч!